Привет, дорогие друзья! Сегодня на даче я делаю насыпной манник с черной смородиной. На столе видите продукты, которые нам понадобятся для приготовления. И пока разогревается духовка, можно смешать сухие продукты. Для этого в емкость удобную высыпаем сахар, манку, ванильный сахар, щепотку соли. Так, и у меня тут разрыхлитель. Тесто 2 чайные ложки. Муку, конечно же, лучше просеять. Понадобится стакан муки. Все сухие продукты перемешиваем или вилочкой, или венчиком. Очень тщательно. Так, действительно, очень тщательно смешали, чтобы все сухие продукты между собой перемешались. Тщательно смешали. Теперь у меня вот такая вот разъемная формочка, приблизительно 18 сантиметров. Я ее выкладываю влажным пергаментом. Влажным по той простой причине, чтобы сам пергамент лег ровненько в форму. Так, теперь высыпаем 1/3 сухой смеси на пергамент, в форму. И тщательно разравниваем. Теперь высыпаем ягоды на сухой слой смеси. Высыпаем половину. Если ягоды замороженные, то их размораживать не надо. Тоже разравниваем. И половину оставляем еще. На ягоды опять высыпаем сухую смесь. Где-то приблизительно половину того, что осталось. Теперь опять высыпаем ягоды, то, что остались. И опять высыпаем смесь. Все тщательно разравниваем. И сверху трем на терочке, прямо в форму, кусочек сливочного масла. Так, масло разравниваем аккуратно по всей поверхности. Масло, понятное дело, из морозилки, чтобы оно терлось нормально. Масло распределили аккуратно по форме. И сверху столовая ложка сахара. Все, теперь можно ставить в духовку. Итак, дорогие друзья, форма с насыпным пирогом стоит, манником стоит на средней полочке у меня. Верх-низ конвекция, 170-180 градусов, смотрите по своей технике, и 45 минут выпечки ждем. Итак, дорогие друзья, прошло ровно 45 минут, я достала насыпной манник с черной смородиной из духовки, и теперь в форме манник должен остыть, но остыть до теплого состояния, а потом его можно открыть и переложить на какое-нибудь блюдо или тарелку. Итак, дорогие друзья, мой насыпной манник уже остыл, и можно его порезать. Сверху сахар запекся, такая образовалась аппетитная корочка. Давайте посмотрим в разрезе. Выложим на тарелочку, чтобы всем было видно и понятно. Вот такой насыпной манник, с которым справится даже ребенок. Давайте возьмем ложечку, и я вам покажу, как он. Аппетитная корочка сверху и снизу. Вот такая вот. Как видите, мягкий. Специально ложечкой так вот. А вот сверху вот это сахар запеченный. Очень оно интересно
все выглядит. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем приятного аппетита. Пока-пока.